Всем привет-привет! Всем прекрасной недели. Так, пишет, все прекрасно пишет. Сегодня мы будем делать расклад без вопроса, как его обычно любят называть, потоком. Я предпочитаю лучше расклад без вопросов. Вот почему? Потому что, наверное, каждый расклад в потоке, поэтому как-то, чтобы обозначить, вот мне кажется, что больше расклад без вопросов больше подходит. Так, позиции вы видите. Я не думаю, что будет какой-то большой расклад. Я хочу просто вкратце посмотреть то, что будет нам сегодня показывать. Вся необходимая информация обо мне есть под любым роликом. В разделе «Сообщество» по пятницам я выкладываю анонс про блиц-консультации. Для новых подписчиков хочу сказать, и, кстати, вот недавно такой вопрос всплыл, будут ли теперь расклады на одну позицию, либо по вариантам, либо с руками, либо с камерой, либо как, либо что. Я не знаю. И ответить вам не могу. Я человек такой спонтанный. Захотелось мне сделать на 3 позиции, я сделала на 3 позиции. Почувствовала, что надо сделать на 2, значит, я сделаю на 2. Почувствовала, что я хочу и готова показаться в камере, в экране, да, я это сделаю. Я не люблю, знаете как, стандартность какую-то. Да, я стараюсь придерживаться, чтобы вам было понятно, вот, чтобы вам было как-то комфортно. В большинстве случаев я ориентируюсь на то, что хотят зрители, но с другой стороны, вот, я все же считаю, что я такой человек-индивидуальность, и больше на этом канале я как-то презентую себя, потому что моя задача как проводника передавать информацию. Но информация передается субъективно через мои взгляды, через мой опыт, не потому что я так хочу, а потому что так оно идет. То есть преломление все равно информация, оно идет через меня, потому что я подбираю слова, я подбираю примеры. Да, информация распаковывается внутри меня, но как она будет распаковываться, я не знаю. И как раз-таки вот по собственным таким субъективным ощущениям, вот сегодня, например, мне захотелось сделать поток на 3 позиции. Если бы я захотела сделать на 1, я бы сделала. Поэтому здесь я вам ответить, к сожалению, не могу. Если для кого-то это принципиально, то есть если люди привыкли мыслить стандартно, либо на 1 позицию, либо на 3, то, я не знаю, либо не смотрите расклады, когда на позиции, если вы любите 1, либо если вы любите по вариантам, не смотрите на 1, не знаю, ну, то есть решать вам, да, взрослые все самостоятельные люди. С другой стороны, опять же таки, для новых подписчиков, да, которые со мной не знакомы, вот, я скажу, что моя задача передать информацию. Я не даю готовых ответов, я не даю каких-то рекомендаций, и акцент канала, он больше на самопознание. То есть моя задача сделать анализ ситуации. И это на будущее, вот, кто захочет прийти на личные консультации, либо на блиц-консультации, имейте в виду, что я делаю анализ. Да? То есть это мне близко, это мне понятно. Проанализировать какую-то ситуацию, разобраться в ней, покопаться. Я не делаю предсказания. Мне они не интересны. Да? Мне это не совсем созвучно. Поэтому темы, которые я выбираю, они больше направлены на анализ. В принципе, в позиционировании себя, да, в документе мои услуги я описываю о том, что я делаю психоаналитический расклад, да, то есть я делаю анализ ситуации. Вот кому интересно, например, даже если это личная жизнь, да, проанализировать, понять, где моя ответственность в взаимоотношении с другим человеком, почему не складываются отношения, что не так я сделала, да, либо в работе, любой выбор. Не с точки зрения будет, не будет, да, получится, не получится, а с точки зрения, что мне нужно сделать, какие мне действия надо предпринимать, что я не вижу. То есть именно в контексте самопознания. Но это я, скорее всего, говорю больше для новых подписчиков, которые не
не знакомы, наверное, с моими раскладами, вот, и делаю больше акцент на это. И я также понимаю, что человек новичок на моем канале, да, потому что я встречаю комментарии, где люди пишут о том, что прекрасный такой психолог и так далее. Да, я транслирую и позиционирую, скорее всего, свои расклады через призму микс психологии и философии. То есть мне именно вот такие вот форматы интересны. Это такое пояснение больше для новичков. Итак, позиции, думаю, вы выбрали. Убираем. Подальше ставлю камеру. Думаю, вы поняли, почему. И мы приступаем. Так, голубенький камешек. Вот сюда я его поставлю, все равно там не видно. Угу. Позиция номер 1. О чем пойдет сегодня речь? Сегодня я такая достаточно спокойная, расслабленная. Посмотрим, что нам скажет. Достаточно расслабленная и спокойная выпала Верховная Жрица. Речь пойдет о том, что вы не видите. Скорее всего, здесь мы будем рассматривать какую-то ситуацию, связанную с белым пятном, либо с принятием какого-то решения. Да, здесь ощущение того, что человек стоит в преддверии чего-то, и он очень... здесь ни сомнений нет. Здесь такое ощущение, что вот он как будто бы топчется на одном месте, и в последних, скажем так, минутах принятия окончательного решения и шагнуть в неизвестность. Есть здесь что-то, что как будто бы человек настраивается на что-то, да, как подготавливается. Но это подготовка не каких-то действий, а, знаете как, войти в состояние самообладания, да, то есть как-то совладеть со своими эмоциями, успокоиться и сделать окончательное решение, принять, нет, сделать окончательный шаг. Решение, как будто бы оно уже принято, но что-то есть здесь такое, что... Я не знаю, почему здесь человек медлит, да, почему? Потому что... Ну, если человек и не сделает шаг, то это будет очень маленький процент, да, где-то человек, ну, вот процентов 5, ну, может быть, 7. Когда человек развернется и уйдет и не перешагнет вот эту вот грань. Здесь надо перейти какую-то грань, перешагнуть. С одной стороны, ощущение какой-то вот такой тревоги, но это потому что что-то новое и неизведанное, это понятно. А с другой стороны, вот какое-то такое, знаете, успокоение, ощущение того, что как только человек сделает шаг вот в эту неизвестность, его душа успокоится, да, то есть вот как будто бы придет какое-то смирение, как принятие, как согласие, и ему станет легче, вот какое-то облегчение. Что здесь за этой гранью находится? Ну, новое начинание, да, туз жезлов. Какое-то желание, новая жизнь, я бы так сказала, шанс. Шанс, возможность на новое начало. Касательно чего? А для кого-то здесь может быть, знаете как... Новое начало, то, над чем вы уже давно работали, вкладывались, получили какой-то свой результат, а теперь этот результат вы хотите как будто бы, ну, приумножить, что ли. То есть здесь движение дальше, здесь некий такой порог, да, у нас, вот смотрите, туз, и сразу у нас идет десятка. Некий такой, и Верховная Жрица тоже говорит о переходе. То есть это, с одной стороны, переход туда, куда вы должны пойти, либо если примете решение, да, вот в этой неизвестности будет какое-то начинание, но это начинание не с нуля, это начинание, я бы сказала, как переходный этап, это начинание именно в той сфере, в которой у вас уже есть успехи, в которой вы уже многого чего достигли, и вы как будто бы, не знаю, хотите приложить еще больших усилий, да, чтобы вот то ли свой опыт, который у вас уже есть, аккумулировать, то ли, ну вот как будто бы какое-то совершенствование, да, то есть это не что-то новое, вы в этом уже очень хорошо разбираетесь, у вас это хорошо получается. Если, например, это сфера финансов, да, какая-то вот материя,
то вы уже хорошо зарабатываете, достигли какого-то своего уровня и хотите приумножить. Но приумножение здесь идет не с точки зрения получать еще больше, допустим, денег, а с точки зрения вложить во что-то, да, чтобы оно, и дальше за этим ухаживать, чтобы оно дало какие-то свои новые плоды. То есть здесь не про жадность, да, я хочу еще больше, а здесь именно про вложение, про масштабирование. То есть если это касается вашего опыта, если это касается ваших ценностей, да, то здесь вот какое-то масштабирование. Если это, вот я говорю про опыт, да, если у вас есть знания, то здесь такое ощущение, что мне хочется вот то ли для большего количества людей это говорить, то ли вот какие-то большие объемы, больше, какой-то охват, больший охват идет здесь. Здесь не про вертикальный рост, а именно про горизонтальное расширение через масштабирование, увеличение. Да, здесь человек как будто бы, знаете, получает какое-то удовольствие. То есть здесь, если мы говорим о знаниях, почему? Потому что около Верховной Жрицы, да, если здесь речь идет о знаниях, то вот прям... совершенствовать, но не для себя. Здесь уже больше идет для других, здесь уже больше взаимодействие с клиентами, с большей аудиторией, уже с массами. То есть это, например, не просто какая-то группа, да, а это, например, какая-нибудь там лекция на большое количество людей. Если мы говорим здесь, например, о создании семьи, да, то есть были отношения, вы вкладывались, то теперь уже... Здесь речь идет не о браке, а, допустим, люди задумываются о том, что хотелось бы пополнения, да, в семье, например. Но мы понимаем, что до этого должен быть этап брака. То есть здесь не конечная цель, как вступление в брак, да, а именно цель, например, дети, и к этому нужно идти через этап узаконивания, да, например, отношений, либо совместного проживания. Вот. Но здесь вот как что-то связанное с масштабированием, да, я хочу получить еще больше через вклад. То есть здесь не просто какой-то пассивный доход, например, получать, нет, а это то, над чем вы трудились ранее. Еще о чем здесь идет речь, да, о движении, да, когда человек собирается, вот здесь вот прям про Верховную Жрицу, да, прям вот, кроме того, что здесь в этих двух арканах есть связь между ними, да, по Луне, то есть эмоциональная какая-то связь. Здесь еще цель, если мы говорим именно в контексте самопознания, вот мне хочется здесь отдельно обратить внимание для людей, кто занимается, например, там практики, но практики не уровня деревенской магии, либо там свечной магии, да, что-то такое. А здесь что-то, что связано больше с духовностью, да, то есть как-то вот с работой, например, с высшим Я, работа как-то вот более вселенского масштаба, что ли. Ну, то есть здесь, как объяснить, здесь может быть теургия, то есть здесь работа, например, с богами. То есть это не что-то, что ты делаешь руками, а что-то, что ты делаешь со своим сознанием. То есть воздействие как-то вот своего сознания. Либо если это в контексте самопознания, то здесь человек задается такими философскими вопросами, да, например, кто я, для чего я здесь, да, в чем смысл, и он дальше идет именно в исследование своей души, да, то есть, возможно, через практики измененного сознания, то есть он как будто бы идет, знаете, в круги, где проходит некая такая инициация, то есть знания здесь будут получаться не для общей массы. То есть это не те знания, которые ты можешь получить в интернете, а здесь знания, которые получаются при инициации в узком каком-то кругу. Либо человек находит для себя здесь учителя, но учитель, он не физического плана, он тонкого плана. Да? То есть вот здесь какие-то тонкие материи и очень высокие. И человек, знаете, как работа с бессознательным, да, здесь не погружение вглубь себя, а здесь идет выход на
Вот я предсказала вселенской, что-то здесь идет более такие тонкие вибрации, очень высокие, потому что я вижу очень много света здесь, да, и движение вперед. То есть как будто бы человек уже работает больше для своей души, нарабатывает что-то, какие-то вибрации, энергии именно для своей души. То есть здесь какая-то филигранная работа с состоянием, но здесь однозначно не низший астрал, здесь нету темной энергии, здесь просто какие-то другие задачи. И опять же таки, если я говорю про практиков, вот такое ощущение, да, что здесь идет теургия, работа с богами, призывами. То есть это, если это духи, то это даже не духи природы, а это что-то еще выше и выше в контексте вибраций. Света, здесь очень много света. Да? Если человек работает с собой, он как будто бы задумывается о смысле жизни, не просто чтобы размышлять, а здесь это подпитывается и поддерживается какой-то вот практикой, то есть еще какие-то действия здесь человек делает. Они рискованные, да, то есть вот такое ощущение, что как будто человек идет за какую-то грань. И здесь есть определенная доля риска, но он уверен. То есть вот если человек шагнет за эту грань, там будет очень большой прорыв. Это вот прям прорыв в знаниях, прорыв именно для души. То есть вот здесь какая-то польза идет для души, но здесь нужно рискнуть. А рискнуть сложно. Почему? Потому что вот у меня такое ощущение, что как будто бы человек должен шагнуть за пределы материи. Я говорю сейчас образно, я говорю метафорично, потому что эту информацию иначе я передать не могу. Здесь как будто бы человек выходит, понимаете, из своего тела и входит в состояние вне материи, да, и у него открываются какие-то новые другие знания, другая перспектива. И, возможно, знаете, это еще может быть напоминать как околосмертный какой-то опыт, да, когда вот описывает о том, что душа выходит, да, и потом она не хочет возвращаться в тело. И вот человек как будто бы ощущает вот эту вот грань, да, что я перешагну, а потом мне не будет интересно. Но не то, что он не сможет вернуться, а как будто бы душа уже не захочет выбрать этот путь материи, понимаете? Поэтому здесь вот присутствует какой-то риск. И то, что я сейчас говорю, это вот для единиц. В большей степени для людей земного порядка это все, что связано с опытом, увеличением, масштабированием каким-то, да, заработком. Но если человек шагнет за завесу, да, то он совершит вот прям большой такой рывок, скачок. А к чему? К чему он шагнет? Здесь пока неизвестно. Здесь ощущение такое, знаете, состояние какого-то доверия. Доверия нового начинания. Почему? Потому что здесь человек не знает, у него нету плана, у него нету ясности, у него даже нету, как будто бы, знаете, вот как-то сил, что ли. Потому что здесь ощущение того, что все, что будет происходить, вот эта вот кульминация, да, она идет как-то по наитию, да, то есть это не когда человек сам делает шаг, поднимает ногу, а здесь как будто бы, знаете, вот сзади дают толчок, и ты вот в своем вот этом вот падении, да, ты переходишь эту грань. Вот как будто бы кто-то подталкивает не в контексте, что вам это нужно сделать, а именно по сути движения. То есть здесь как будто человек сам не делает движение. Это как, например, на море, да, ты ложишься на спину в позе звезды, и ты не тонешь, то есть себя вода держит. Вот сказать, что ты прикладываешь какие-то усилия, нет, ты просто расслабляешься, и вот куда тебя вода будет, этот поток нести, вот туда ты идешь. Но чтобы лечь на воду, да, на поверхность и превратиться вот в эту звезду морскую, нужно доверие, нужно расслабление и доверие. То есть доверие, оно и приводит, наоборот, сначала расслабление, а потом доверие. Ну, либо наоборот, в принципе, это одно и то же. Оно как будто бы параллельно идет, да, ты доверяешь чему-то, а если ты доверяешь, значит, ты расслабленный.
Вот здесь, скорее всего, тоже нужно как-то расслабиться и довериться. Вот что-то такое. Если еще что-то, что мне нужно здесь сказать, потому что здесь как будто бы какая-то специфическая информация идет. Если что-то... Королева мечей. То ли вам здесь нужно прийти к состоянию разумных эмоций, то есть когда разум берет верх над эмоциями, но тем самым гармонизируя и балансируя. То есть здесь как будто бы и голова, и сердце, они должны прийти в равновесие. Вот это вот главное такое состояние для того, чтобы что-то здесь произошло. А что произойдет? Новое начало. Но вот для этого нового начала как будто бы не хватает запала. Вот это то, что я сказала, окончательного решения, да, когда человек собирается с духом и он шагает. Такое бывает, когда, ну, я не знаю, ледяная вода, и вам нужно окунуться, либо холодное, опять-таки, море, да, и вы не решаетесь нырнуть. И вот вы так стоите, да, обычно, ну, смотришь на побережье, это забавно, когда люди так, перед холодной водой почему-то надо обязательно перекреститься, а потом нырнуть, не знаю почему. Вот здесь вот этот вот момент, да, перекреститься, ну, чисто символически, да, что я принял решение, то есть я доверился, да, и я готов нырнуть. Я не знаю, касательно чего здесь, да, речь идет. Для кого-то, если это практики, я сказала. Для остальных людей я здесь не могу сказать, чего касается. Вы можете сами написать мне в комментарии. Вот. Но еще раз скажу, это не что-то новое, не абсолютно новое. Это вам известно, это связано с прошлым вашим каким-то вкладом. Да? Это получение удовольствия, наслаждения, радость от работы, проделанной ранее. Вот я просто здесь стараюсь понять, что вас останавливает, да, почему вы не можете сделать этот шаг. Ну, для практиков я сказала, да, какой-то страх, что я могу не вернуться в тело. А в общем-то здесь... Это очень напоминает такую картинку, когда человек стоит за кулисами, и он должен выйти на сцену. И вот уже аплодисменты, и уже занавес поднята, да, и надо совершить первый шаг. И вот человек как будто бы собирается с духом, да, чтобы вот вдохнуть, собраться с духом, вдохнуть и сделать первый шаг. Вот что его останавливает? Ничего. Может ли он уйти со сцены и не выступить? Может. Сделает ли он так? Нет. Я не знаю, что он выигрывает в ожидании вот этих вот последних секунд. Но этот момент присутствует здесь. Напишите мне потом, о чем здесь речь. Я не знаю. Здесь нету страха, но я не знаю, что здесь есть. Так, вторая позиция, второй камешек, о чем здесь пойдет речь. Здесь как будто бы, знаете, человек, вот я не случайно, да, вдохнула, вот этот вдох-выдох, устал от нервных каких-то срывов, не физическая усталость, а здесь моральная какая-то усталость, и уже хочется, чтобы все завершилось, и как-то человек устал переживать, тревожиться, беспокоиться, вот, но сказать, что он готов обнулить это состояние, я не берусь. Здесь он все равно еще как-то вот проживает, он как будто бы варится вот в этих каких-то страшилках своих, придуманных, преувеличенных мыслях беспокойства. Здесь кто-то может беспокоиться о своих детях, а кто-то может беспокоиться... Почему-то мне идет что-то, что связанное со свободой. То ли человек каким-то образом должен освободиться, и его это очень сильно страшит. То есть это напоминает, как, знаете, бракоразводный процесс. Да, я хочу этого развода, но если мы расстанемся, вот эта вот новая жизнь, да, свободная жизнь, она меня пугает. Да? Почему? Потому что
всю жизнь жила с кем-то, заботилась о ком-то, вот какое-то совместное, да, проживание. А тут вдруг самостоятельный путь. Как? Справлюсь, не справлюсь, получится, что это будет? И с одной стороны, ты вроде бы хочешь эту свободу, а с другой стороны, ты ее боишься очень сильно. Очень сильно. Чего здесь человек боится? Здесь как будто бы какая-то неуверенность, да, нестабильность. Человек боится, ну вот я говорю, в свободе, что есть в свободе? Какая-то непредсказуемость, что-то такое неизвестное, но здесь вот отсутствие стабильности. А здесь вам, двоечки, вот эта вот стабильность, она необходима, она дает какое-то состояние уверенности, что ли, безопасности. А сейчас вы ощущаете себя вот как будто бы, не знаю, неуверенными, нестабильными. Такое чувство, что вы хотите, даже не вы хотите, а сама ситуация вынуждает вас сделать какой-то выбор, вот, а вы не хотите. Вот как будто бы, в отличие от первой позиции, да, вот вас тут подталкивают и говорят, вот иди, сделай этот выбор, да, как будто бы толкают, а вы разворачиваетесь и говорите нет. Напоминает, если кто делал там, не знаю, прыгал с высоты, например, там, bungee jumping, или там с самолета, да, то есть вот надо сделать вот этот вот шаг, да, прыгнуть, но прыгнуть вот вниз куда-то. Если в первой позиции в неизвестное, да, куда-то, как космонавт неизвестное в невесомость, то здесь надо сделать первый шаг, вот куда-то прыгнуть. И человек уже одел, да, все вот это вот оборудование, которое необходимо, и вот он стоит то ли на трамплине, то ли на краю, то ли у самолета прямо возле двери, и надо прыгнуть, и он как будто бы вот передумывает, разворачивается и уходит, говорит, нет, я не хочу, мне это не нужно. Ему говорят, да рискни, преодолей свой страх, попробуй. Он нет, вот он не хочет, и вот как подталкивает, а он как схватился, да, за того человека, кто его подталкивает, вот прям руками, ногами вцепился, такой мертвой хваткой, да, я не хочу, я не пойду туда. То есть человек не выбирает, а что тут нужно выбрать. Что тут нужно выбрать? Ну вот момент как раз-таки ответственности, да, здесь и присутствует. То есть здесь нужно набраться храбрости, здесь нужна уверенность, здесь нужны какие-то вот такая, знаете, мужская хватка, да, когда стукнешь кулаком по столу, да, я так сказал, так будет. Вот этой какой-то уверенности, да, здесь не хватает. Здесь как будто бы человеку не хватает борьбы, то есть желания отстаивать что-то, да, желания за что-то бороться, желание... Вот я говорю, прям такое ощущение, что здесь, как, я не знаю, как какой-то бракоразводный процесс, да, когда ты вроде бы и хочешь какую-то свою свободу, да, разводишься, но при этом человек как будто бы не хочет отстоять свои правила, да, то есть то, что ему принадлежит там по закону, например, там отстоять половину квартиры, там отстоять своих детей, если это, например, что-то связано с профессией, отстоять там, не знаю, свою зарплату, свои какие-то заработанные деньги, вот что-то такое, да, здесь как-то борьба, и человек не хочет в это ввязываться. Здесь не обязательно судебные, да, какие-то процессы, вы, я надеюсь, помните, да, что я говорю метафорично, а здесь энергия такая, да, что человек либо представляет, что ему предстоит какой-то путь, где нужно будет себя проявить, о себе заявить, рассказать, и при этом вот он этого избегает, он хочет, чтобы было все легко, он не хочет ни с кем бороться, он не хочет ничего отстаивать, но здесь ему как будто бы это необходимо, этих энергий ему здесь не хватает, и поэтому он колеблется, он не может сойти с места, не может определиться.
Потому что здесь в дальнейшем придется очень много трудиться, прикладывать усилия, принимать какие-то волевые решения. Да? То есть такое чувство, что энергия здесь как будто бы, ну, такая мягкая, я не могу сказать, что это обязательно женская, да, а именно какая-то такая мягкая энергия. А человеку приходится столкнуться с какой-то жесткой реальностью и повзрослеть, а человек не хочет этого делать, потому что, ну, это идет вот как-то в противовес его природе, да, вот, то есть у человека по характеру, возможно, мягкий, такой, знаете, неконфликтный. А тут тебя, не знаю, допустим, пришли на какую-то работу, вот, были все время в позиции подчиненного, а тут вдруг неожиданно пошли на повышение, и у вас вдруг оказался какой-то коллектив, которым нужно управлять. И ясное дело, что если ты сам себя не поставишь, да, то тебя не будет уважать. И вот ты должен поставить себя таким образом, чтобы тебя в коллективе уважали, чтобы с тобой считались, чтобы ты действительно был лидером, чтобы ты действительно был таким, знаете, первопроходцем, к которому можно прийти, когда есть какая-то трудная ситуация, в уверенности, что он ее решит, что он разрулит. Как специалист, возможно, у вас есть эти навыки, да, то есть, допустим, в деле в своем вы хорошо разбираетесь, есть сложная ситуация, то да, к вам можно прийти, но как человек вы очень мягкий, и либо вас будут подсиживать, либо вот как-то иногда такие, знаете, в американских фильмах бывают такие картинки, когда новенький молодой учитель приходит в американскую школу, да, а там такие подростки уже прожженные, использующие разные вещества, там, я даже не могу запретные слова говорить, носители железного такого, как этот, по-другому не могу сказать, что-то другое, это слово не могу использовать, ну вы поняли, да, и вот он заходит, и ему нужно себя проявить, чтобы класс к нему прислушался, а его никто не слушает, значит, он что-то должен сделать такое, чтобы обратить на себя внимание, но при этом, чтобы ученики не воспротивились ему, да, не направились против него какой-то агрессии, а наоборот стали его уважать и прислушиваться. Вот здесь такая энергия. Вам нужно изменить себя, а вы этого не хотите. Вы, ну, потому что это не ваш стиль. А нужно ли вам себя здесь менять? Аркан Солнца. Некорректно заданный вопрос мною, да, нужно, не нужно, решать только вам. Но вопрос в том, что Солнце говорит у вас есть эти лидерские качества, и вам нужно их проявить. Но здесь, как будто, вы знаете, вот без боя не получится. А вы изначально входите в какую-то ситуацию с позиции поражения. Да, я уже проиграл, у меня нету сил бороться. А вам как будто бы говорят о том, что тебе бороться надо. Но причина здесь в том, что вы отказываетесь заранее от того, что ваше по праву. Вот как-то так. А причина заключается именно в том, насколько для вас это ценно. Потому что любой, в кавычках, слабак, он находит, у него открывается второе дыхание, у него открываются и появляются силы тогда, когда он сражается за то, что для него ценно, за то, что для него важно. Да, то есть как будто бы вот такое чувство, что вам надо как-то пробудить в себе своего зверя, да, чтобы он как-то... Такое бывает, знаете, как медведица, да, вроде бы смотришь, она такая... чисто визуально спокойная, да, она больших размеров, да, она угрюмая, но в принципе она, если она там вдалеке, да, она не будет бежать в вашу сторону, нападать на вас, но если медведица идет со своими медвежатами, не дай бог, вы не так посмотрели, да, она любого порвет за свое потомство. Вот здесь почему? Потому что это ценность. Вот здесь такая энергия, то есть... насколько вам, вот то, что здесь вам предстоит сделать, здесь что-то предстоит отстаивать. Вы должны для себя понять, насколько для вас это ценно. Если это ценно, то вы будете делать.
Если это не ценно, то вы и характер свой не поменяете, и проще сказать, вы даже при нужде финансовой, вы можете отказаться от этого места нового назначения, да, в силу того, что вот я лучше буду иметь свое какое-то спокойствие. Мне идет энергия, знаете, такого ботаника, который хорошо разбирается, какой-то специалист узконаправленный, но он вот это вот свое качество, да, как специалиста, свою ценность, он не совсем осознает, потому что он просто получает от этого удовольствие. Для него это его дело, которое он любит, а для других это вот действительно специалист высокого уровня. И хочется сказать, что ты смог бы больше зарабатывать, больше получать, больше себя проявлять при условии, что ты станешь другим. Что ты не будешь ботаником у себя дома, что ты хотя бы заведешь соцсети, будешь себя показывать, рассказывать. То есть люди как будто бы жаждут этого, а ботаник не хочет, ему это не нужно. Понимаете, вот здесь вот какая-то такая энергия, поэтому изначально пятерка мечей указывает на состояние «у меня нету сил», у меня нету сил на борьбу, да, то есть я не готов сражаться, да, поражение. Вот что-то такое тут идет. Вот такой расклад был, да, с такой энергией. Так. И поэтому здесь очень много мыслей, и вы сами себя накручиваете, думаете, возможно, стараетесь решить здесь что-то. Мы идем с вами к позиции номер 3, зелененькому камешку. О чем здесь троечки будет речь? Сила. Мне здесь идет почему-то море, солнце, отдых. Море, солнце, отдых. Вода, да, море, солнце. И спорт вот каким-то образом, да, то есть гимнастика, зарядка, обливание, либо где-то вот на море человек отдыхает, но такой достаточно активный отдых. Почему-то мне идет что-то такое, и это как-то солнечные какие-то страны. Вода сказала, да, королева кубков выпала. Здесь идет, почему у нее пошла вода, как момент очищения, да. То есть здесь речь идет о том, как вы очистились от прошлого. Очистились. Либо кто-то чистки здесь проводил, что-то связанное с прошлым, да, что повлияло как раз-таки, а в какую сторону? Ага, запустили какие-то процессы. Так, здесь речь пойдет о том, как вы запустили, вот, используя свою силу, силу намерения, силу воли, то есть как-то вот сконцентрировались и захотели как-то очиститься, избавиться от прошлого, поменять себя. Такое бывает, что, знаете, вот зимой спячки, а весной как будто бы хочется что-то новое, да, но вот здесь вот это новое, это какое-то сконцентрированное, целенаправленное такое, знаете, человек что-то решил, и вот он идет вперед, да, и он не смотрит по сторонам, он четко идет в том направлении, в котором ему нужно. И это направление вперед, оно, не знаю, здесь как ракета какая-то такая, знаете, прям мощная энергия, она способствует вам выйти из вашего прошлого. Я не знаю, что там в этом прошлом есть, но вот как будто бы человек избавляется, он как смывает с себя какую-то шкуру, причем эта картинка, она такая, я извиняюсь, когда в фильмах смотришь про убийство, и у человека на руках кровь, и вот он показывает такую сцену, он заходит, значит, в душ и начинает маниакально тереть себя мочалкой, потому что чисто психологически ему кажется, что вот эта кровь, она прилипла к нему на тело, на руки, и вот только, знаете, как камнем, который пятки чистит, да, вот только так я смогу стереть с себя вот эту кровь. Но здесь в данном случае не то, что вы что-то негативное сделали, а вот это вот маниакальное, либо
чистка, либо у хирургов перед тем, как начать операцию, да, они очень тщательно щеточкой промывают там определенные места на руках, да, под ногтями, все такое, вот прям маниакально, чтобы все было чисто, стерильно. И вот у вас как будто бы есть какая-то такая, вот это вот маниакальное, ключевое слово, маниакальное чувство избавиться от прошлого. Да, что я хочу, все, хватит, допустим, если там страдали в прошлом, да, были какие-то проблемы, все, я не хочу, знаете, как когда говорят человеку, соберись, тряпка, что ты ноешь, да, и вот он как-то находит в себе силы, второе дыхание открывается, он собрался и пошел и победил. Вот здесь вот что-то такое, то есть вы запустили колесо фортуны, колесо каких-то перемен, которые должны освободить вас от вашего какого-то такого страдания, что ли, эмоциональных переживаний по поводу, не знаю, по поводу материального, может быть, мира. Так, сейчас я уточню, что здесь за король педаклей. Здесь как будто бы какие-то страдания, переживания. Может быть, у кого-то за семью. Нет, здесь не про кайфушки, здесь не про комфорт, здесь что-то другое идет. Здесь как будто бы человек устал мучиться из-за денег, может быть, безденежье, может быть, какие-то трудности финансовые, может быть, устал от того, чтобы платить ипотеку, вот какие-то долги. Значит, такое ощущение, что вот этого всего много-много-много-много, именно связанное с деньгами, большими деньгами, большие долги. Что человек, ощущение того, что вот ему как будто бы предлагают какую-то работу, да, он не хотел на нее пойти, эта работа, она бы смогла покрыть потребности, вот эти вот долги, но человек по каким-то причинам, своим собственным, там, я не знаю, принципам, может быть, это противоречило его ценностям, он не соглашался на эту работу. А сейчас, ну это законная работа, да, это просто я говорила немножко здесь про кровь, криминал и так далее. Нет, здесь все законное, но она была с какими-то ограничениями и лишениями, да, человек сможет покрыть вот эти вот свои потребности, да, вот то, что он сделал себе долги, но он не соглашался. И тут вот он как будто бы решился на этот шаг и говорит, хорошо, я пойду, допустим, я буду какой-то там год себя буду ограничивать, да, в отдыхе, сне, там, я не знаю что, но я расплачусь, и потом я буду свободен. То есть здесь какая-то такая метафора. Опять-таки, да, то, что я и говорила в предыдущих позициях, помните, я говорю не буквально, это, скорее всего, обращение к новым подписчикам. Я показываю метафоры, чтобы вы уловили энергию, которую я транслирую, потому что я ее другими словами не могу передать. Вот. Просто пришла такая информация, что опять кто-то напишет неправильные примеры, это не про меня и все такое. Не надо буквально воспринимать, да, мои расклады. Я стараюсь эту энергию показать здесь. И вы запустили перемены. Перемены, которые во благо, перемены, способствующие именно очищению, разрушению до основы, потому что вы устали страдать, вы устали мучиться. Ну да, это связано с работой, это связано с реализациями своих каких-то желаний. Может быть, есть какие-то амбиции, что-то вы хотите, но у вас не получается. Вы не знаете, как заработать, не знаете, как продвинуть себя, как реализовать, и вы устали. И вот это вот как последняя капля, которая говорит о том, что хорошо, я буду делать то, что, допустим, меня учат на тренингах, да, закручивать какую-то вот эту вот воронку продаж и так далее. То есть, допустим, раньше вы сопротивлялись, теперь говорите, хорошо, я куплю этот тренинг, изучу и сделаю все так, как надо. Чтобы доказать, что, допустим, это не работает, либо еще что-то. Ну, какой-то здесь энергия на то, что человек соглашается с тем, с чем ранее он был не согласен по каким-то своим определенным принципам. Он просто устал бороться, устал сражаться. Здесь очень много какого-то такого, знаете, сопротивления, это забирало много энергии. И человек устал от того, что он все время без энергии. И именно по этой причине он согласился. То есть я устал переживать, страдать, да. И этот процесс, он идет долгий, да. То есть аркан смерти говорит о том, что здесь человек согласен на что-то новое,
кардинально может быть новое. Но этот процесс, он долгий, это естественно. Здесь нету какого-то момента внезапности, да, хоть и башня здесь выступает, но это какие-то перемены, трансформации, которые долго шли. Они как-то назревали, прежде чем вы получили тот результат, который получили. Вот что-то вас новое ожидает. Отказ от прошлого, да, здесь тоже это показано. От чего конкретно в этом прошлом вы отказываете? Ну вот от эмоций, да. От эмоций, от какой-то иллюзорности, о том, что, не знаю, может быть, здесь идет отказ от того, что иллюзия, если я буду, например, богатым, да, то вот я буду счастливым, к примеру. И человек как будто бы понял, что, ну вот не в этом счастье, да, а в чем-то другом. И вот это то, к чему я стремился, да, к какому-то успеху, то, что я хотел получить, этот успех – иллюзия, это обман. Это какая-то идеализация, это какая-то утопия, в этом нету ценности. То есть человек как будто бы что-то понял, и это послужило окончательным, такой последней каплей в его переменах. Но он к этому шел, еще раз скажу, это не за 1 месяц, и это, скорее всего, не год, это больше по времени. Но это естественный процесс, так должно было быть. То есть здесь как будто бы, знаете, как человек проходит какие-то этапы определенные, да, они в конкретной теме, которая здесь разбирается, они цикличные. То есть как будто по этим, как некий какой-то сценарий, да, когда говорится, вот, если ты хочешь из точки А прийти в точку Б, тебе надо пройти 5 шагов. И вот как будто бы эти все там 5 шагов, что мне идет, анонимных алкоголиков, 12 ступеней анонимных алкоголиков, либо что-то такое. Не знаю, почему это пришло. То есть вот какие-то ступени надо пройти, и вы знали, и вы их проходили, прежде чем прийти к тому, чему вы должны здесь прийти, то, на что вы тут решились. Вот, сказала про анонимных этих. Вот Луна и выпала, да? Цикличность. Прям под колесом фортуны. Цикличность, какие-то лунные циклы. Не один здесь лунный цикл был. И вот иллюзорность, да? Обман. То есть то, как будто бы, что вы хотели, вы наконец-таки прозрели, открылись у вас глаза, и вы увидели, что в этом есть обман. Вы сами себя обманывали. Но на том этапе, когда это происходило, вы в это верили. И сейчас здесь нету разочарования. Нет. Но здесь вот как какое-то прозрение как раз-таки. Туманность ушла, вот они, иллюзии. То, во что вы верили касательно успеха, профессиональной деятельности. Не знаю, здесь такое чувство, что вот как будто бы вам казалось, что если я буду, допустим, работать на себя, то значит у меня будут большие деньги. Ну, я же на себя работаю, да, никто меня не обманывает, никому платить ничего не надо. Вот что такое? Если я буду вот это, значит будет вот это. И вот это вот то, что вы получите результат, это иллюзия была. Но вы ранее этого как будто бы не видели. Даже если вам это говорили, вы ранее не видели. Но пришел опыт, и вы это увидели. Что еще здесь нужно сказать? Ну, это вот касательно вашего какого-то желания. Вы заметите, да, вот эти вот все последние арканы, да, 10 кубков эмоции, 7 кубков иллюзия, Луна, обман, да, какая-то вот неясность, туманность, неумение отличить одно от другого и идеализация, да, по аркану звезды. Ну, то есть помимо надежды и веры, да, некая такая идеализация того, что я хотел. То есть здесь человек повзрослел. Я, по-моему, в одном из раскладов, не помню в каком, я говорила о том, что тройки очень сильно выросли, очень сильно изменились в своем сознании. То есть здесь вот какой-то такой духовный опыт вы получили, такой, знаете, вот какой-то глубины, что ли, мудрости. То ли вы, и тот расклад, я помню, был, где речь шла о переоценке ценностей. И вот здесь вот примерно это и как результат. Переоценка ценностей, и как следствие вы как-то вот прозрели и увидели реальность такой, какая она есть. Ну вот здесь у меня показывают пирамиду, вот там у меня есть пирамидка, вам видна, да, черная пирамидка. Вот такое ощущение, что вы не в основе этой пирамиды, а вы уже наверху.
И вот сверху этой пирамиды вы как будто бы смотрите вниз, и вы увидели вот эти все этапы, которые вы проходили. И вот, знаете как, вот эта пирамида, как гора мне показывают, что-то такое. Вот, и где-то на середине этой горы облака. И вот верх горы, он, значит, я не знаю, это показываю, вы не видите, верх горы, он ледяной, ну, там снег лежит, а низ у основы, да, там снега нет, там вот скалы и земля и все такое. И вот такое чувство, что вы прошли вот эту вот точку, да, которая разделяет, вот как у знака воздуха, да, треугольник и перечеркнутая линия горизонтальная. Вот вы как будто бы перешли вот эту горизонтальную линию, там, где были облака, поднялись наверх, и вы увидели вот на этой вершине, на холодной, на ледяной, да, смотрите вниз, и вы видите, что вот все, что ниже облаков, вот этот вот слой, это шелуха, это иллюзия, это придуманное, это нереальное, это все искусственное. А вот здесь вот наверху, это то, что настоящее. И вот вы это настоящее познали. И теперь, получив этот опыт, да, вот это вот озарение, да, вы теперь спускаетесь вниз с этой горы, но опускаясь на ее основу, вот эту вот иллюзорность, да, вы уже будете смотреть на мир открытыми глазами. Вы уже не будете находиться в иллюзиях и в обманах. То есть вы как будто бы, я не знаю, что-то здесь познали. У каждого что-то свое здесь может быть. Это может быть, там, я не знаю, элементарно кто-то кого-то предал, да, либо подставил, либо обманул. И человек как будто бы осознал, что где-то я заблуждался в выборе таких людей, либо в выборе каких-то общих интересов с этими людьми. И он научился, благодаря этому опыту, да, делать правильные выводы. Да, теперь он будет выбирать правильных других людей, не таких, каких он выбирал ранее. А вот что-то в его голове изменилось, и этот процесс, он был, еще раз скажу, медленный, поступательный, капля за каплей, и в конце эта капля пробила дырку в камне. И вот эти вот эмоции, да, они ушли. И это то, из-за чего вы страдали. И ситуация здесь изменилась. И вот эти вот разрушения, они поспособствовали очищению вас. И здесь будет облегчение. В дальнейшем вы уже станете как-то другим человеком. Другим человеком. Как будто бы, знаете, вот увидели, не знаю, реальность, какую-то жесткость, и вы наконец-таки приняли эту реальность такой, какая она есть, без приукрас. Здесь не говорится о том, что вы теперь будете жить как-то вот, не знаю, в тьме, да, здесь ощущение того, что теперь вы будете смотреть и говорить, этот стакан, в нем столько-то воды, да, не больше, не меньше. Ну, то есть как-то вот по факту вы будете смотреть на вещи. Вас сделало что-то здесь взрослее, как-то вот вы повзрослели. И это хорошо. Я не вижу, что здесь это вот какое-то такое негативное, что, допустим, меня предали, все, я теперь озлобился, я никому не верю. Нет, нет, наоборот, это поспособствовало тому, мне тоже такое ощущение, что вы как будто бы благодарны этому прошлому, что благодаря этому вы стали тем, кем вы стали, мудрее и более реалистично смотрите на жизнь. Вот такой была третья позиция, и сегодняшний расклад без вопросов. Я буду вам признательна, если вы в комментариях опишите свои ситуации, да, чтобы посмотреть, как-то сопоставить, потому что, опять же таки скажу, да, я привожу примеры, которые более подходят той энергии, которую я ощущаю. Но опять же таки, это примеры, они такие достаточно субъективные, как говорится, настолько, насколько мне хватает мозгов, да, потому что если бы у меня был какой-то, не знаю, другие взгляды, какой-то другой опыт, возможно, я бы использовала другие примеры. Вот, для того, чтобы вы понимали, это для меня, да, в контексте расширения моего кругозора, чтобы использовать не однообразные примеры, а более такие, обширные и точечные, и понятные для людей. То есть и таролог должен развиваться. Это сейчас камень в мой огород, вот, сама себе. Чтобы не останавливаться, постоянно расширять свой кругозор для более точечного
и лаконичного и конкретного описания ситуации. Вот такой расклад. Пожелаю всем хорошей недели, достаточно простой, обыденной. Работа есть, ну, такая, знаете, не то чтобы она невзрачная, но она не тяжелая. Она рабочая, но она не тяжелая. Вот, до среды всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.